Нельма – рыба не только вкусная, но и статусная. Ее недаром называют королевой лососевых, ведь она считается одним из самых ценных трофеев. А на Ямале при случае самых больших белорыбиц принято дарить дорогим гостям. Чтобы заполучить столь ценную награду, рыболовы часто идут на ухищрения и даже самостоятельно мастерят снасти, как, например, герой нашей истории. Тесть у меня был заядлый рыбак. Жил недалеко от реки Обь и рассказывал, что до строительства плотины на этой реке в ней водилось огромное количество рыбы. Но самой увлекательной считалась рыбалка Нельмы. Ведь тут были как средние экземпляры, так и настоящие гиганты. Зимой эти трофеи тесть вылавливал так. Брал тонкую рояльную проволоку и с одного края ее привязывал 3-метровый поводок из лески, на конце которого крепилась самодельная блесна из нержавейки. Длина проволоки была такая, чтобы она проходила через толщину льда и опускалась еще на метр в воду. На другом конце проволоки он загибал кольцо, в которое вставлял небольшую палочку, которая была длиннее диаметра лунки. После того, как эта снасть была выставлена, саму лунку мастер лова закрывал деревянными дощечками и засыпал снегом. Проволока, которая выходила под лед, служила пружиной. Благодаря этому из-за течения блесна все время играла и привлекала рыбу. После строительства ГЭС на Оби в 50-х многие виды рыб, в том числе и Нельма, шли на нерест и упирались в плотину. Скапливалось ее здесь немало, и был введен специальный запрет на вылов рыбы в 500 метрах от мостов, плотин и дамб. Но самых отчаянных или глупых это не останавливало. Со мной работал сослуживец, который буквально был помешан на рыбалке. Он переодевался в белый халат, чтобы охрана плотины не заметила его на льду, и ехал на реку. Так как ближе к плотине лед был тонкий, то идти по нему было нельзя, поэтому дальше он полз. Доползал до нужного участка, ножом пробивал лунку и ловил лежа Нельму на зимнюю удочку. А когда вытаскивал рыбу, также ползком возвращался назад. Рисковал жизнью, так как на тонкий лед, если провалишься, то уже не залезешь. Конечно, Нельма, как и любая другая рыба, не стоит того, чтобы рисковать жизнью, хотя и считается довольно ценной. В Обской губе это один из крупнейших представителей лососевых. А еще эта рыба водится почти во всех бассейнах крупных сибирских рек – Оби, Енисея, Анадыря и Лены. Близкая родственница Обской Нельмы – каспийская белорыбица, которая обитает в бассейне Волги. Внешний вид Нельмы считается благородным. Вытянутое тело в форме веретена стального цвета, подтянутые бока, белое брюхо и темная спина. Средний вес Нельмы – 8-12 кг, но особо крупные экземпляры достигают и 35 кг, вырастая до 1,5 метров. Нельма – активная хищница, предпочитающая мальков пресноводных рыбешек, таких как окунь, карась, мальки сиговых видов или ряпушка. Кстати, если вам интересно больше узнать об этой рыбе, посмотрите наш прошлый выпуск, ссылка в описании. Охотится Нельма весьма агрессивно. Она стремительно врезается в стаю мальков и глушит ее ударом своего шикарного хвоста. Как правило, Нельма обитает в экологически чистых водоемах с прохладной проточной водой. Нерестится белорыбица в сентябре, поднимаясь по притокам на песчаные участки рек с быстрым течением. Из-за редких гастрономических качеств, а особенно из-за строительства дамб и мостов в местах, где живет белорыбица, ее вылов сейчас запрещен. Исключение – хозяйства, в которых рыбу выращивают специально для этих целей, а еще несколько труднодоступных участков в районе Обской губы. При этом у ценителей рыбалки особенно интересным считается подледный лов Нельмы. На Оби и ее притоках белорыбицу добывают с использованием кивковых удочек методом отвесного блеснения. Это значит, что леску с грузиком лучше всего закидывать под прямым углом к воде. Так снасть опустится на максимальную глубину. А еще Нельму можно ловить поплывковой удочкой на живца. В солнечную погоду рыба может клюнуть на червяка или пучок мотыля. Отдельно стоит учитывать ее высокую метеочувствительность, а также пугливость и осторожность. Готовить Нельму можно практически любым способом. Солить и варить уху, жарить, тушить или коптить. Она будет вкусной в любом виде. Кстати, особую популярность белорыбица снискала в японской кухне.
Ну и напоследок проверенный рецепт Нельмы в луковом соусе. Чтобы сохранить максимум полезных свойств мяса, соус делается отдельно, а сама рыба готовится с минимальной температурной обработкой. Очистите и мелко нашинкуйте одну луковицу, помойте и очистите 2 стебля лука-порея, измельчите около 50 грамм фисташек в грубую крошку, нагрейте оливковое масло в сковороде при температуре выше средней, в хорошенько разогретое масло положите репчатый лук, затем обжаривайте около 2 минут, помешивая. Добавьте порей, снизьте температуру и жарьте, перемешивая, пока лук не начнет подрумяниваться. После этого влейте 20 мл сухого белого вина, 50 мл лимонного сока и 150 мл жирных сливок. Посолите и поперчите. Кипятите на маленьком огне около 5 минут, не забывая мешать. Поставьте духовку разогреваться на 210 градусов, затем готовый луковый соус перелейте в форму для духовки, сверху положите 1 кг филе Нельмы и посыпьте его крошкой фисташек. Выпекайте 10-15 минут. Для гарнира к этому блюду подойдут нейтральные дополнения – рис, паста или отварной картофель. А какие оригинальные рецепты рыбных блюд знаете вы? Обязательно поделитесь вашими любимыми кулинарными изысками в комментариях, а еще расскажите, про какую рыбу вам было бы интересно узнать из следующих выпусков. С вами, как всегда, был канал Ямал Медиа. До новых встреч!